А вот и щучка. А вот и щучка наверх. Иди наверх, дорогая. Рыбалка с Юрием Петрашем. Несколько дней назад, по приглашению своего приятеля Данила, я впервые оказался на этом пригородном озере. Несмотря на то, что я здесь прожил очень долго, я никогда не обращал внимания на него. Озеро действительно очень интересное, как ни странно, рыбное. И поэтому после того первого раза появилось естественное желание приехать сюда еще раз. Одно из наблюдений, которое было на прошлой рыбалке, это то, что у нас с Данилом ловилась рыба на кардинально разные приманки. Если у него фаворитом был виброхвост классик в фиолетовом цвете 008, то у меня был твистер в оранжевом цвете 023, то есть приманки абсолютно ничем друг на друга не похожи. Там виброхвост, там твистер, там фиолетовый, там оранжевый. И вот была первая поклевочка наша. И вот у него клевала на ту приманку, у меня на этом очень похоже, кстати, на окуня. Да, это окунь, и вы сейчас будете удивлены, на что он клюнул, и причем очень жадно. Значит, у него в пасти находится виброхвост оранжевого цвета. То есть очень неокуневый цвет, на мой взгляд. Но тем не менее, факт. Вот я хотел сейчас рассказать, почему именно эта приманка полетела в воду. Сейчас мы отпустим этого красавчика. Я продолжу свой рассказ. Вот для сегодняшней рыбалки я приготовил основных 4 приманки. Значит, это виброхвост, который хорошо себя показал на прошлой рыбалке фиолетового цвета. И так как у меня ловилась на твистер оранжевого цвета, я приготовил еще виброхвост оранжевого цвета. Также я взял твистер оранжевого цвета и твистер фиолетового цвета, потому что клевала на виброхвост фиолетового цвета. То есть в моем арсенале основных будет вот 4 приманки. 2 виброхвоста, оранжевый и фиолетовый, и 2 твистера, оранжевый и фиолетовый. И вот в течение рыбалки я буду их менять. Если моя теория подтвердится, я думаю, мы успешно половим. Если нет, тогда придется подбирать ключ, используя другие цвета, либо другие типы приманок. Потому что приманки, которая ловит всегда и везде, ее не существует. Каждая рыбалка – это новая история. И каждая рыбалка – это новый рецепт, который вы подбираете, чтобы уговорить рыбу. Итак, мы сделали несколько забросов оранжевым виброхвостом. Ну и сейчас стоит сменить приманку, потому что окунь здесь отозвался. Скорее всего, есть и другая рыба. Итак, вот комплект, который я приготовил для сегодняшней рыбалки. Виброхвост, который сегодня нам уже принес рыбу. Виброхвост, который принес рыбу на прошлой рыбалке. Твистер, который принес рыбу на прошлой рыбалке. И твистер вот такого цвета, который, я думаю, тоже сегодня хорошо себя проявит.
очень надеюсь, что именно смена вот этих приманок будет приносить сегодня хорошие результаты. Сейчас мы половили на оранжевый виброхвост, и вот я перейду на кардинально другую приманку, это твистер, в кардинально другом цвете. Сейчас первые забросы были сделаны более парусной приманкой на недалекое расстояние, на 5 граммах. Твистер летит дальше, и вес здесь будет больше. И я смогу обловить более дальнюю зону, ту, до которой виброхвост я забросить не мог. Как всегда я рассказываю, когда мы только проверяем место, мы подошли, проверили прибрежную бровку. Когда мы уже качественно ее обловили, тогда переходим на максимально дальние дистанции. При ловле, особенно щуки, вот в подобных водоемах, очень важно контролировать приманку сразу после ее приводнения, потому что бывает очень часто, когда приманка еще летит, щука ее видит на фоне неба и атакует сразу после ее падения. И многие рыболовы, особенно начинающие, не зная этого момента, очень часто не засекают эту рыбу, потому что, обычно там упала приманка, приготовился, начал тянуть. А нужно быть всегда наготове, только она приводнилась, вы сразу должны быть готовы сделать подсечку. Вот смена на твистер 8-го цвета принесла нам вот такого гиганта. Давно в моем арсенале не было таких трофеев, но факт остается фактом. Как ты бедненький. Многие так стараются взять под челюсть. Торчит. Походу еще один окунек. Этот, конечно, немного крупнее. В траву завел. Завел в траву. Вырвали из травы. Это хороший, это хороший. Это хороший. Это, скорее всего, папа предыдущего юнца. И посмотрите, как жадно взял. Приятный окунек. Самое интересное, что приехали за щукой, 3-й окунь подряд. Честно говоря, немножечко повезло, потому что у меня стоит достаточно крупный двойник, как для этой приманки. И когда рыба зашла в траву, благодаря тому, что оба крючка были в пасти, удалось ее из травы вытянуть. Если бы хотя бы один крючок был наружу, тогда были бы проблемы. Вот хотелось бы отметить особенность, которая наблюдается уже вторую рыбалку здесь. Вот все рыбы, которые были пойманы и в первую рыбалку, и сейчас, это вес свинца 5-6 грамм. Что здесь необычного? Почти вся рыба клюет на ближней бровке, там, где, пожалуй, для того, чтобы сделать комфортную проводку, достаточно было 2 грамма. Но вот почему-то вот эти 5-6 грамм, вот и щучка, вот и щучка наверх, иди наверх, дорогая, вот и щучка, вот и щучка. Клюнула вот в том месте, о котором я говорил.
клюнула именно вот на ближние бровки. И вот эти 5-6 грамм, они заставляют более резво вести приманку. Вот сработал опять наш твистерок в 8 цвете. Значит, о проводке, что хотела сказать. Вот именно вот эта быстрая, энергичная проводка на ближней бровке, которая находится на расстоянии, наверное, 7-8 метров, заставляет рыбу клюнуть. Вот сейчас можно посмотреть, у щуки набитое брюхо. Явно видно, что она вот совсем недавно кого-то скушала. Так, давайте ее отпустим, и я продолжу свой рассказ. Вот этот вес 5-6 грамм дает вот эту энергичную проводку, которая нравится хищнику. Я сам лично большой поклонник более тяжелых весов. И каждый раз мне хочется сказать, не ловите больше на 1-2 грамма никогда. Ловите вот таким весом, который летит, который дает энергичную проводку. Есть, конечно, поклонники очень легких весов, но я все-таки рекомендовал бы ставить вес чуть-чуть больше, чем нужно. Рыбалка с Юрием Петрашем. Первый заброс, он самый обычно результативный. Но не надо стремиться бросить как можно далеко. Я это говорю почти в каждой передаче по ловле хищника с берега. Сначала надо сделать 2 коротких заброса. Желательно даже не подходить очень близко. Но здесь, я знаю, идет длинная трава. Поэтому рыба стоит на расстоянии, первая рыба стоит на расстоянии буквально там 7-8 метров. То есть короткий заброс метров на 10. И проверяем хищника, который может стоять в самых ногах. У многих рыболовов еще есть такая проблема, что когда они видят под ногами траву, и когда приманка к ней подходит, они начинают быстро выматываться. На мой взгляд, это большая ошибка, потому что часто, особенно щука, она стоит в самой траве, и вот она ждет эту добычу. А рыболовы начинают выматывать метра за 3. И рыба часто не успевает. Поэтому не нужно бояться того, что ваша приманка упрется в траву. Вы потратите буквально несколько секунд, сняв траву с приманки, но шансы на поклевку будут гораздо выше. Вот в траве, если вы ловите на открытый крючок, лучше всего всегда себя показывает джиг-головка. Вот сейчас хорошо видно, что крючок, когда вверху, первое, во что упирается приманка, это сама голова. Поэтому вот она легко как бы сбрасывается. И очень часто бывает, что благодаря тому, что крючок вверху, приманка просто скользит по траве. Ой, была подача. Вот сейчас была очень аккуратная поклевка. Если можно так сказать, это была щука 100%. Вот она как толкнула приманку, вот как немножко подтянула. О чем это говорит? Это говорит о том, что ей что-то не понравилось. У нас оранжевый виброхвост, поэтому надо поставить либо оранжевый твистер, либо виброхвост другого цвета. Вот я сейчас попробую сначала одной приманкой, а потом другой. И, возможно, доберу эту рыбу. Здесь у нас стоит двойничок. Траву он собирает хорошо, и сечет хорошо.
щука никогда не мажет. Была поклевка, подсечка, уперся и... Ах. Причем, вот, ну вот факт. Кидал я этот виброхвост, был толчок. Перешел на оранжевый твистер, ничего. На виброхвост другого цвета, ничего. Вернулся к этому виброхвосту, ну, поклевка аж... Стоит, носом крутит. Доброе утро. Ну что, поклевывают? А тут когда-то хлопец стоял на этом, там кидал в разные стороны, ну оттуда в основном тягал, там мало и травы. Ну при мне штуки 3 вытянул. Ну такие средненькие, небольшие. Я вчера вечером пришел, одиночка вытянул под берегом. Она будет больше и больше и больше. Нет, 4 кота, 4 кошки и маленький котик. И кот есть, но кот приходит иногда каши покушать. Сегодня он ходил по силе. А вот села очень азартная щучка. Вот атаковала вместе с травой наш виброхвост. А вот еще одна поклевочка. Поклевка была. Такое ощущение гиганта. Щучка небольшая, но и опять сработал у нас виброхвостик. Еще одна малышка соблазнилась на наш виброхвост. Причем хочу отметить, что вот щука небольшого размера очень так ярко клюет. То есть у нее очень злые поклевки. Поэтому именно поклевка здесь приносит максимальное удовольствие. Ну а сейчас отпускаем.
Ах! Щучка взяла и завела. Стоит тут палочка одна единственная. А вот мы ее и вывели. Вывели, потому что взяла она жадно нашу приманку. Маленькая жадная щучка. Опять сработал классик 2,9 в цвете номер 8. Эта актриса отправляется в свой театр. Береговая рыбалка у нас в большинстве случаев ассоциируется с ловлей окуня. И хочу вам сказать, несмотря на не очень большой размер щуки, учитывая, что это ловля с берега, это дикий водоем, удовольствия я получаю максимально много. Вот хотелось бы отметить ощущение, которое приносит подобная рыбалка. Вот те, кто, ну скажем так, часто ловил некрупную щуку, знает, что ловля щуки вот весом 200-700 грамм отличается вот ярко выраженной звонкой поклевкой. Вот даже судак отдыхает. То есть вот ты вот прям ждешь, и вот дзынь, прям и классное ощущение. А вот села еще одна щучка. Ой, хорошая. Хороший боец. Опять, можно сказать, не крупная, но она так борется, так клюет. Ух, истинное удовольствие. Вот такая красотка отправляется. Поклевки изумительные, упор идет, ну, ощущение минимум килограмма 1,5. Вот не устану повторять, вот каждая поклевка, вот как первый раз, звонко, приятно, упор и вываживание. Торчит. А вот ближе к обеду еще одна рыбка на самой ближней бровке. Подошла к концу сегодняшняя наша рыбалка. Давайте подытожим. На прошлой рыбалке удалось найти потенциальные стоянки рыбы и выяснить ее ориентировочные предпочтения.
Имеется в виду цвет и тип приманки. И так как я знал, где ее ловить и на что ее ловить, мне удалось достичь относительно неплохого результата. У береговой рыбалки, как и у многих видов рыбалки, есть свои поклонники, поэтому я думаю, что любители берегового спиннинга для себя обязательно что-то здесь подчеркнули. Ну а с вами был Юрий Петрош. До встречи в следующих выпусках. Ах да, кому понравилось, ставьте лайки, делайте перепосты, и кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Рыбалка с Юрием Петрашем.